Это шутка, дорогие друзья. С добрым утром! С Новым годом поздравляю вас! Весь день 31 декабря снимала для вас. И вот только всю ночь редактировала. А теперь посмотрите мои творения. Итак, поехали! Дорогие друзья, мы с Ярославом стараемся для вас. Ведем сейчас съемку в реальном времени, в реальном часе. Сейчас новогодняя ночь, 31 декабря 2021 года. Я люблю чешскую еду, Ярослав любит русскую еду. Почему у нас нет на столе, единственное, чего у нас нет, что принято у всех россиян, это салат оливье. Его нет потому, что это подобие брамборового салата, который мы имели уже на Рождество, на Ваноцы. Поэтому мы его уже наелись, и мы больше его не можем кушать. Вот. А также хотелось бы рассказать, что нельзя кушать. В Новый год в Чехии примета народная. Курятину. Курятину. И также индюшку, как в Америке, индейку, и все, что имеет перо, для того, чтобы не улетело счастье. И сейчас приближается у нас 10 часов вечера, и мы всегда в 10 часов вечера поднимаем какие-то бокалы и, конечно, поздравляем детей моих и родственников, которые все живут на российской территории. А также, я думаю, что поздравляем также всех жителей России и всех бывших республик, и Украины, и Белоруссии, и даже кто живет в Сибири, как мы жили в Улан-Удэ, там уже давным-давно наступил Новый год. Новый год шагает по планете. Так что 10 часов вечера, и мы выпьем за здоровье всех людей, которые сейчас уже отмечают. Еще погромче, ну-ка давай. Тик. Так, это мы пьем водочку, так что должны продержаться до Нового года. С Новым годом, Россия! Крепкая. Ну, а также в своем видео я вам хочу показать, чем мы сегодня занимались с утра, какие мы готовили кушанья к праздничному столу, потому что у нас еще времени достаточно до 12 часов ночи. Также предлагаю вам посмотреть, дорогие друзья, чем мы занимались. Ну, селедку под шубой я обожаю, без нее, конечно, никак не могу обойтись на Новый год. Ну и, конечно, вся моя чешская родня тоже полюбила этот наш салат, и Ярослав тоже. И вот смотрите, как я здесь в Чехии нахожу продукты, что селедку такую не можно купить, как у нас. Вот смотрите, или вот такая а-ля Матиес, вот эти филеты, вот даже девчонки, кто живет в Чехии, да, если на такую, значит, вот она стоит где-то примерно около 40 корон, кажется. Здесь цены нет, конечно. Но вот что-то вот в последние дни мы бегали, я такое не нашла. У меня вот, конечно, осталась тут еще одна, она еще с хорошим сроком годности. Но я думаю, что мне одной не хватит. И вот мы подкупили вот такие на развес матиесы, да. Но они, конечно, с лучком. Их чистыми вот не продают, вот мешают сюда лук, ну ничего, я вот эти кусочки, я их, конечно, выловлю, и я их буду использовать. Ничего не поделаешь. Вот, ну и, конечно, как вареную картошечку, лучок использую, майонез, да, может быть, другая хозяйка по-другому. А вот еще вот у нас здесь вот продают такие уже вареные свеклы, и я вот в последнее время приспособилась, чтобы экономить время и электричество. Вот такую вареную свеклу покупаю. Хотя сырую тоже можно.
Друзья, посмотрите, пожалуйста, еще без чего я совсем не могу обойтись хотя бы на Новый год. Конечно, кто живет в Европе, все знают, что это здесь не продается. Поэтому я это делаю сама. Конечно, да, говорят, есть русские магазины, но у меня нет времени в Праге искать русский магазин. Но в Германии их побольше, конечно, потому что в Германии живет много русских немцев. Но вот я это делаю сама, и Ярослав, когда это попробовал первый раз, сказал, что это деликатес. Итак, неотъемлемая часть новогоднего стола. Обязательно надо скушать хотя бы ложку после звона колоколов в полночь. Это такая кашка, смешанная, такая комбинированная чечевица обязательно и с перловкой. Перловка. Вот, посмотрите, пожалуйста, тут уже Ярослав нам почти что подготовил эту кашку. Конечно, чёчка это хорошо, но я вот без пельмешков, мне на Новый год что-то скучновато. Так вот у меня все приготовлено, тесто и фарш. И вот такую штукенцию я себе привезла из России. Вот. И потому что я леплю одна, и для того, чтобы было очень быстро, вот у меня здесь такие приспособления. Я раскладываю на этом кружочке, раскладываю так мяско. И потом вот такой вот скалочкой раз-два, раз-два. Вот, видите? Вот. Но это, скорее всего, информация нужна для моих чешских друзей. Потому что наши хозяйки такие финты знают. Конечно, одной рукой мне тяжело снимать и делать, но вот это примерно так. Вот. Только наливаю водичку, кидаю туда луковичку, цибульку, 2 бобковых листа, то есть лавровых, и вот так ложечку соли. Когда водичка закипит, можно потихонечку туда закидывать наши готовые пельмешечки. И примерная доза для одного взрослого человека так от 10 до 15 штук. И варим так минут 10 после закипания. Конечно, опять-таки, это информация для моих чешских друзей. Ну вот, посмотрите, мы пельмешками провожаем Старый год с пивком, с холодненьким. Информация для моих чешских друзей. Пельмени можно кушать с бульоном, вот как первый ход. Вот. И можно без бульона с маслом. Ну, можно кушать и добавлять с чем угодно. Вот я сделала такой соус, который называется у нас аджика. Это как бы томат, протертый с чесноком, посоленый, поперченый. Но, может быть, у кого-то другие есть рецепты. И в Чехии не принято все подряд выкладывать на стол. Даже когда первое время я только что познакомилась с Ярославом, и родственники всегда спрашивали, а это зачем, а это зачем. Так что у них вот такое вот, как говорится, застолье, как у нас принято, чтобы стол ломился. У них это, конечно, не принято. Но Новый год – это международный праздник, он празднуется во всем мире, и поэтому у нас он международный. В нашей семье есть народы и русские, и украинцы, и немцы, и австрийцы, и словаки, и татары, и даже евреи. Поэтому мы всем предлагаем жить в мире и дружбе. И вот, посмотрите, что у нас здесь сегодня на столе, 31 декабря. Конечно, из чешских блюд самое, конечно, еще кое-что будет впереди. Я вам это уже говорила и показывала то, что варилось сегодня в течение дня. Но у чехов вот, пожалуйста, конечно, само собой шампанское. На Новый год шампанское. Есть водка, а также есть яичный ликер, который я очень люблю.
Также вот это обложенная миса. Здесь у нас сыры, колбаски разных сортов, сырочки разных сортов, ну и также овощи. А вот здесь рыба норвежская, норвежский лосось. Вот это, конечно, чехи это не любят. Также, вот смотрите, благодаря моей дочке, у меня было видео, как она мне присылала посылочку, вот красная икра, бутербродики. Чехи это тоже не едят. Но Ярослав ест все, он наш человек. Вот это хутевки. Это делал Ярослав. Обычно, значит, у чехов на Новый год, на Сильвестра, как они говорят, обычно традиционно, хлебечки, хутевки, обложенная миса, шампанское, алкоголь. А также из чешских блюд, что у меня здесь, вот посмотрите на тарелочке. Вы знаете, холодец бы надо было бы сварить, да, по русскому обычаю, но я не успевала. И что же у меня здесь? Вот я купила готовое. Вот это у них называется тлаченко, это из свиного мяса. Это как в желе, это как почти как холодец наш. А вот это вот утопенцы в аспику, это такие замаринованные, значит, колбаска и в желе. Так что у меня замена есть холодцу. Ну и, конечно, вот у меня какая получилась селедка под шубой в целой тарелке. Вот. Ну и неотъемлемая часть фрукты и, как говорится, еще многое кое-чего есть, но я говорю, у них на стол здесь это все не принято выкладывать, потому как и не принято выбрасывать недоеденные продукты. Я вот даже вам... Тут у меня конфетки висят. Хотела похвастаться, даже вот баночку грибов себе прикупила. Но тоже выкладывать их не буду ни к чему. Так что, в общем, что есть, то есть. И вот такая у нас сервировка на Новый год. Ну, в воде. Тонуть будут. Пошли тонуть. Такое. Давай, с Новым годом! С Новым годом, друзья! С новым счастьем! С новыми лучшими делами! С Новым годом! Так, а теперь самое главное. Для чего мы варили эту чечевицу, чечку? Нужно обязательно съесть хотя бы ложечку, потому что это для того, чтобы были деньги в следующем году, и мы были богатыми. Это вкусно. И завтра тоже будем кушать. А сейчас я бегу на балкон снимать, что там такое происходит. Дорогие друзья, я выгляжу плохо.
А тебя не снимаю пока. Я только. Дорогие друзья, поздравляю вас всех. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с наступившим Новым годом. Желаю вам всем, во-первых, большого здоровья крепкого. Будьте все счастливы. Спасибо всем, кто меня смотрит. Спасибо вам за прекрасные комментарии. И до следующих видео. До свидания, дорогие мои.